Это канал творчества для всей семьи. Шкатулка из коробки от телефона. Необычный мерцающий декупаж, простая техника создания фактурной поверхности – все это смотрите в выпуске. У крышки от коробки удаляю одну стенку. Из плотного переплетного картона вырезаю донышко или верхнюю часть шкатулки. Это не имеет значения. Дальше все зависит от конструкции самой коробки. Возможно, вам не понадобится делать такую перекладину. Все срезы, углы и соединения оклеиваю тонкой бумагой. Наношу строительную шпаклевку на все наружные поверхности шкатулки. Из гофрокартона делаю вот такой шпатель для создания фактурной поверхности. Приготовьте заранее несколько таких картонок, так чтобы для каждой стороны была своя. Вот вам еще один прием создания фактурной поверхности на шпаклевке или структурной пасте. Теперь беру салфетку и отделяю верхний белый слой. Обрезаю салфетку чуть меньше формата листа А4. Салфетку можно укрепить по краям при помощи скотча. Я использую клей-стик. Смотрите, как можно легко и просто распечатать на салфетке любую понравившуюся картинку для декупажа на самом простом принтере. Для декупажа с эффектом мерцания я вырезала заготовку из прозрачного пластика от упаковки на 2 мм меньше крышки шкатулки. Наложила пластик на мотив, и теперь в местах, где хочу, чтобы у меня были фрагменты потали, наношу клей для потали. Для этого лучше взять более тонкую кисть. Даю клею немного подсохнуть и приклеиваю кусочки потали. Укладываю мотив на ту сторону, где была приклеена поталь. Приклеиваю клеем ПВА, разведенным водой, плоской кистью, которую держу почти горизонтально. Приклеиваю от центра к краям. Пока декупаж сохнет, займусь окраской самой шкатулки. Окрашиваю акриловыми красками. Развожу темно-коричневую краску водой. Она должна быть очень жидкой, так, чтобы краска попала во все углубления.
Когда краска чуть подсохнет, излишки стираю тряпочкой, выделяю рельефы. Это упаковка от табака. Из нее сделаю подложку под декупаж. Она создаст эффект объема и придаст мерцание поверхности. Приклеиваю на столярный клей. От акрилового лака и клея краска немного размазалась, и это придало более художественный вид. Края также можно замаскировать при помощи тесьмы или веревки для макраме. Я использую массу для лепки. Из массы для лепки делаю оттиски листочков, пока даже не знаю, пригодятся ли они мне. К сожалению, у меня только одна коробочка от такой модели телефона. Можно было сделать маленький комодик. Покрываю акриловым лаком. Когда лак высохнет, выделяю все рельефные поверхности декоративным воском, темное золото, можно акриловый металлик. Спасибо за просмотр. Буду рада комментариям. Поставьте лайк, если это видео вам понравилось. И, конечно, не забудьте подписаться. Увидимся.